Привет, друзья! Сегодня Германия снова в центре внимания, и у меня сразу несколько важных событий, за которые стоит тщательно следить. Рекордные расходы на пенсии вызывают вопросы о будущем системы, а дефицит учителей в Нижней Саксонии ставит под угрозу обучение в школах. Политическая сцена тоже не дает покоя. Лидер фракции «Зеленых» намекнула на возможное возвращение известного вам политика Роберта Хабека, а новые исследования показывают, что беженцы все меньше ощущают себя желанными в Германии. К этому добавляется обсуждение нового военного обязательства для молодежи и напряженные процессы внутри коалиции, где принимаются решения, способные изменить политический ландшафт Германии. Смотрите до конца, чтобы узнать все подробности каждой из этих последних новостей, и обязательно подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых важных событий. Итак, в 2024 году расходы пенсионной системы выросли заметно. На пенсии было потрачено, внимание, примерно 403 миллиарда евро против 380 миллиардов в 2023 году. Доходы системы при этом составили около 402 миллиардов, тогда как годом ранее примерно 381 миллиард. Количество пенсионеров, внимание, также увеличилось. Их стало около 21 миллиона 400 тысяч. То есть на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Это примерно каждый четвертый житель страны сегодня получает пенсию. В среднем ежемесячная пенсия составляет, внимание, тоже около 1154 евро, в 2023 году 1102 евро. При этом мужчины получают существенно больше, около 1405 евро, а женщины примерно 955 евро. Таким образом, система пенсий столкнулась с растущей нагрузкой, число получателей растет, расходы превышают доходы, а выплаты различаются по признаку пола. Все это создает дополнительные задачи для финансирования пенсионной системы. А дальше новость, которая привлекает внимание в Германии. В Нижней Саксонии сохраняется острая нехватка учителей, особенно в сельских районах и школах, отличных от гимназий. В ответ на это депутат от Христианско-демократического союза Кристиан Фюнер предложил внести гибкость в порядок назначения на вакантные места. Он считает, что молодые педагоги должны иметь возможность сначала обучать в любых школах, даже не в тех, которых они выбрали бы сами, а позже перейти на предпочитаемое место. Жесткая система, где просто выставляются вакансии и надеются на отклик хороших кандидатов, по его мнению, себя не оправдала. По его словам, может работать схема, как в полиции. Сначала работа там, где больше всего нужна, затем выбор желаемого места. Можно добавить и мотивационные бонусы, и финансовое поощрение. Главное – создать перспективу, не обязательно сразу получить идеальную должность, но иметь возможность перейти на нее позже. Фюнер также указал на проблему координации между Министерствами культуры и науки. Несмотря на то, что прогнозировать число учеников можно, места в вузах под педагогов не распределяются в соответствии с реальным спросом. Особые потребности, например, связанные с интеграцией или инклюзией, вообще не учитываются. А дальше еще интереснее. Лидер фракции «Зеленых» в Бундестаге Катарина Дрёке оставила открытой возможность возвращения Роберта Хабека в политику. По ее словам, двери для его возвращения остаются открытыми, хотя и не уточнила, в каком качестве это может произойти. Дрёке подчеркнула, что партия потеряла важную фигуру, однако отметила, что Хабек сам принял решение уйти. Ранее, напомню, Хабек объявил о своем уходе из политики, сославшись на личные причины. Его решение стало неожиданностью для многих, учитывая его значительную роль в партии и правительстве. Однако, несмотря на его уход, Дрёке выразила надежду на возможное возвращение Роберта Хабека в будущем. Это заявление вызвало обсуждение о будущем партии и возможных кандидатах на ключевые позиции. Некоторые аналитики считают, что возвращение Роберта Хабека могло бы укрепить позиции «Зеленых» в политическом спектре. Однако, как отметил один из политических обозревателей, важно учитывать, что политическая сцена постоянно меняется, и возвращение бывших лидеров не всегда гарантирует успех. В ближайшие недели ожидается, что партия проведет внутреннее обсуждение и примет решение о дальнейших шагах. Пока же остается открытым вопрос о возможном возвращении Роберта Хабека и его роли в будущем политическом ландшафте. И это еще не все. Согласно долгосрочному исследованию Немецкого института экономического исследования, число беженцев, ощущающих себя желанными в Германии, значительно сократилось. Если в 2017 году 84% респондентов отвечали положительно на вопрос,
Чувствуете ли вы себя в Германии желанным, то в 2023 году этот показатель снизился до 65%. Отмечу, что в анализе не учитываются данные о беженцах из Украины и Турции. Снижение чувства принятия связано с усилением общественных дискуссий о миграционной политике, особенно в контексте ужесточения правил депортации. Кроме того, наблюдается рост групповой нетерпимости и усиление миграционно-критических позиций в политическом дискурсе. Также, по данным исследования, более половины беженцев, 54%, высказывают обеспокоенность по поводу ксенофобии и ненависти к иностранцам в стране, что является значительным увеличением по сравнению с 32% в 2016 году. Исследование также показало, что дети беженцев, рожденные в Германии, отстают в развитии по сравнению с детьми местных жителей. В возрасте от 2 до 4 лет они имеют худшие показатели в области языка, социальных навыков и моторики. И еще один вспыхнувший конфликт в Германии. Предложение о введении нового военного обязательства стало предметом обсуждения в коалиции между Социал-демократической партией и партией «Союз Сары Вагенер» в Бранденбурге. Председатель Союза Сары Вагенер Фредерика Бенда выразила опасение, что это может стать обязательной службой через заднюю дверь. Она подчеркнула, что молодежь уже сталкивается с серьезными социальными и экономическими трудностями, и теперь им предстоит готовиться еще к службе под видом добровольности. Бенда призвала остановить чрезмерное расширение военной службы и вооружений. Глава фракции Союза Сары Вагенер в земельном парламенте Нильс Олас Людерс предупредил, что массовая отправка молодых людей на медицинские осмотры и оказание давления на них не является проявлением добровольности, а скорее принуждением через заднюю дверь. Он также выразил обеспокоенность по поводу возможного участия немецких солдат в международных операциях, что, по его мнению, может повлиять на подготовку молодого поколения к службе. В ответ представители Социал-демократической партии призвали Союз Сары Вагенер избегать излишней полемики и сосредоточиться на конструктивном обсуждении вопросов. Они подчеркнули, что обсуждение о новом военном обязательстве находится на ранней стадии и важно учитывать все мнения и обеспокоенности. Предложение о введении нового военного обязательства продолжает вызывать дебаты и разногласия среди политических партий, и дальнейшее развитие ситуации остается под вопросом. А теперь важная новость Германии. В последние месяцы коалиция между партиями ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия СДПГ столкнулась с рядом трудностей, включая неудачное голосование по кандидатуре судьи. В ответ на это канцлер Фридрих Мерц инициировал серию мероприятий, направленных на восстановление доверия и улучшение сотрудничества между партнерами. В частности, он предложил провести совместные обеды и отправлять личные сообщения СМС ключевым политическим фигурам для обсуждения текущих вопросов и укрепления отношений. Мерц подчеркнул важность личных контактов и открытого общения для преодоления возникших разногласий. Он отметил, что такие меры помогут не только наладить рабочие отношения, но и создать атмосферу доверия, необходимую для эффективной совместной работы. Однако, несмотря на усилия канцлера, внутри Социал-демократической партии СДПГ сохраняется скептицизм относительно будущего коалиции. Некоторые представители партии выражают сомнения в способности партнеров преодолеть возникшие проблемы и восстановить утраченное доверие. Тем не менее, Фридрих Мерц уверен, что последовательные шаги и готовность к открытому диалогу помогут преодолеть текущий кризис и укрепить коалицию в долгосрочной перспективе. В ближайшие дни ожидается проведение дополнительных встреч и обсуждений, направленных на разрешение существующих разногласий и выработку совместных решений по ключевым вопросам. Канцлер выразил уверенность, что с течением времени стороны смогут найти общий язык и продолжить продуктивное сотрудничество. И у меня еще одна интересная статистика по Германии. Согласно исследованию Макс Планк Института демографических исследований, продолжительность жизни в высокоразвитых странах продолжает увеличиваться, однако темпы роста замедлились. Если, например, в 1900 году средняя продолжительность жизни составляла около 62 лет, то в 1938 году она возросла до 80 лет.
Однако с 1939 по 2000 год увеличение составило всего лишь 2,5–3,5 месяца на поколение. Кроме того, исследование выявило, что в старших возрастных группах улучшение в области здравоохранения происходит медленнее, чем в более молодых. Это также способствует замедлению общего роста продолжительности жизни. Эксперты предупреждают, что замедление роста продолжительности жизни может повлиять на социальную структуру общества, необходимы изменения в пенсионной системе, здравоохранении и социальной политике, чтобы адаптироваться к новым демографическим реалиям. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.